Всем привет, друзья! Рад приветствовать на канале CryptoStudent. Да, сегодня у нас понедельник, время для еженедельного обзора. Начнем по традиции с биткоин, да, рассмотрим его движение за прошлую неделю, да, как мы корректировались и что ждет нас сейчас. Забиваемся мы сейчас на дневном графике в падающий клин, да, сейчас мы уперлись в верхнее сопротивление, это еще и у нас и уровень 0.382 по FIBA, да, немного ушли ниже 0.5, да, сходили в зону 53.300, как раз на нижнюю границу облака Ишимоку. И как раз образовали уже полноценную поддержку, да, то есть следующее касание, если мы пойдем вниз, да, то можно подумать, что оно как раз таки будет где-то в районе 52, 52 500, да, 53 тысяч долларов. То есть там где-то, в принципе, может нас откатиться биткоин, но сейчас мы стоим уже ближе к верхнему сопротивлению, да, которое находится на 58 300. И в случае пробития, да, данного сопротивления я уже тогда буду, наверное, рассматривать позицию больше в лонг позицию, да, нежели в шорт. То есть сейчас у нас мы стоим около сопротивления. По сути, это был отскок, да, вот этого падения, которое мы видели, да, с 59 до 54 500, да, которое у нас случилось как раз 26 ноября. Такой вот скидочный день был в Черную пятницу. Вот, и потом получили как раз таки в субботу-воскресенье, да, такой неплохой откат, и сейчас вот мы стоим около сопротивления. Я пока в данном случае не принимаю никаких движений, да, ничего не покупаю, буду, наверное, смотреть закреп, то есть закреп выше 58, желательно 58 500, да, либо же пробитие, да, 58 500, ретест, поход где-то на 57 500, да, где-то плюс-минус текущие цифры, да, ретестом, и тогда уже набирать лонг-позицию на откат, то есть наверх. То есть вот краски здесь, если мы посмотрим даже данное сопротивление, да, оно там также проходит в районе 58 500. То есть я буду смотреть за данным уровнем. Что касается по альткоинам, да, ну альткоины у нас сейчас тоже отскочили, но не сказать, что прям так сильно, да, после того падения, когда оно было у нас в пятницу. То есть сейчас довольно-таки коррекцию мы пока не перебиваем. То есть когда мы падали по эфиру даже вот с 4500, да, мы пришли пока только на 4300. То есть сейчас у нас сопротивление по эфиру где-то в районе 4450. То есть это вот это как раз таки уровень, да, уровень ретеста пробитой поддержки на 4500, 4450. Если мы успешно сможем закрепиться выше, да, то тогда да, это, конечно, будет long setup. Но пока также мы можем завалиться обратно вниз, то есть уйти ниже, то есть уйти обратно к 4000, 4100. То есть там такой вот риск у нас присутствует, и из-за этого пока я, наверное, буду ждать формирования сетапов на более мелких таймфреймах, да, пока в данном случае здесь у нас просто отскок, да, отскок и, возможно, закрепление на уровне будет и формирование какой-либо там фигуры продолжения тренда. Если такая будет, да, то будет, конечно же, интересно там откупить, да, либо же на сопротивлении, да, войти в шорт-позицию. Так, вернемся обратно на дневной таймфрейм и посмотрим остальные альткоины. По BNB. Вот по BNB мы сейчас вот забиваемся в такое вот поджатие, то есть нижней границы 570 баксов, да, то есть у нас поддержка сейчас проходит на 570, как раз здесь у нас и проходит и дневной Ишимоку, да, плюс еще сопротивление на 640, то есть если мы сможем пробить, да, по BNB сопротивление на 640, да, то, думаю, вполне сможем улететь на 700 баксов, обновить данный хай, да, то есть это как раз таки будет уровень 690, да, прошлый хай, и как раз таки обновление, уход где-то на 700, на 750 баксов по BNB, думаю, вполне возможно, плюс новости о хардфорке, да, улучшение сети, то есть все это может как раз таки придать толчок для роста. Но опять-таки при том, то, что у нас биток, да, не уйдет там на 53, на 52 тысячи долларов. Потому что в данном случае тогда мы, конечно, пойдем уже к нижней границе поддержки в район 570. Ада. Ну вот из всей, наверное, альты, да, вот плачевно выглядит одна из них, это Ада. То есть мы ушли ниже падающего клина, да, то есть ушли ниже вот этой вот поддержки, да, теперь это уже не актуально, то есть у нас остается актуальным сопротивлением. И то есть мы сейчас, по сути, ретестим. То есть если у нас сейчас Ада не уйдет выше 0.5, да, не закрепится здесь, то, конечно, мы пойдем дальше вниз.
То есть это уже на уровень 0,618. То есть это уровень как раз таки 1,3 бакса, да, и в последующем уже такую на хорошую зону такой вот, я бы сказал, даже, наверное, зону такой глобальной поддержки, от которой мы всегда отскакивали, да, это вот где-то бакс. То есть район бакса, да, район бакса 0,8. То есть это вот как раз 786 фиба глобальная, то есть вполне возможно мы придем даже туда. То есть да, с текущих это довольно-таки больно. То есть это процентов 35-30, да, то есть по АДе, если мы не сможем опять-таки закрепиться выше 1,6, 1,7. XRP. XRP похожая ситуация, да, чертил как раз на прошлом обзоре, то, что у нас потенциально есть восходящий канал, да, как раз мы его пробили и вот как раз ушли на 0.88, то есть текущая поддержка это вот где-то 0.77, 0.75. То есть вполне там, да, может произойти у нас хороший отскок. По Ripple вот как раз в район где-то 0.9. То есть, в принципе, пока у нас этот поход, да, может как раз ознаменоваться ретестом и дальнейшим снижением. Для полноценного уже похода наверх, да, по Ripple, ну, нужно уже закрепляться выше бакс, да, бакса и одного. Dogecoin, ну, Доги тоже. Доги тоже вот сейчас у нас пробил, да, глобальную трендовую и уходит вниз. То есть это у нас поддержка, находимся сейчас на вот этой поддержке в районе 0.2, да. Если 0.2 мы не удерживаем, то идем, соответственно, на 0.15 и на 0.13. То есть, да, как бы это плачевно не звучало, да, но вполне может быть. Плюс у нас теперь объемы уже снижаются, да, идут на снижение после вот этого вот пампа, да, с 0.23 до 0.33 у нас уже объемы такие уже и не были. То есть у нас объемы идут все время на снижение. DOT пришел на зону ретеста, то есть мы пробили, да, вот это сопротивление, и сейчас как раз уровень 0.5, уровень ретеста, да, но опять-таки здесь у нас сопротивление, то есть мы не смогли удержать данную зону поддержки, то есть мы не смогли удержать уровень 38, да, то есть уровень 0.382 по FIBA и пришли на 0.5. То есть, да, естественно, мы от 0.5 хорошо отскочили, потому что здесь у нас была зона как и ретеста, да, так и уровня 0.5, но сейчас, да, как мы закроем, соответственно, какой сетап здесь будет. То есть, если мы сможем еще... Вот, то есть, видите, мы стоим тут более у локального еще сопротивления. Вот, то есть, ну да, формируем мы как раз-таки этим сейчас своего рода падающий клин, да, то есть падающий клин у нас формируется, да, может у нас формироваться падающий клин, но опять-таки для формации, чтобы мы уйти выше, да, нам, конечно же, желательно не уходить ниже 31. То есть, если мы уйдем ниже 31, да, то уже вполне можем посыпаться в район 25 баксов, да, то это уже вот эта зона поддержки. То есть 0.618, да, и как раз таки вот это прошлый, откуда мы ушли, в принципе, наверх, да, тоже был подобие падающего клина, да, от которого мы ушли вверх. То есть там такая же похожая формация была, то есть похоже было на гип, да, но гип отменили и ушли наверх. Тут тоже был как раз гип, да, но гип как раз здесь уже немного отработал, и вполне вот отсюда можем мы уйти обратно вверх в район 40 баксов. Но опять-таки, то есть смотреть уже лучше, наверное, при пробое, да, при каком-нибудь там, при какой-нибудь фигуре, там, возможно, будет там небольшой вымпел, да, либо же флаг. Сол, наверное, вот хорошо отскочил от поддержки, то есть не стал уходить ниже ни дневного, да, Ишимоку, ни поддержки восходящего канала, то есть хорошо довольно-таки отскочил, то есть от уровня 185. То есть мы отскочили, да, от 185, и сейчас тоже у нас сопротивление по солу, да, находится где-то вот в районе 220, да, 230. То есть, в принципе, потенциал для движения, я думаю, где-то здесь. То есть, пойти туда, и там уже будет видно, куда пойдет сол, да, либо же пойдет пробивать. И тогда это уже будет поход, опять-таки, с потенциалом на обновление хая, да, где-то в районе 260, либо же уже формирование двойной вершины. То есть, ну, опять-таки, будет зависеть от рынка, куда пойдет биткоин. То есть, пойдем ли мы обратно на 60, да, на 62 тысячи долларов, либо же все-таки пойдем на 52. То есть, такой риск у нас уже присутствует. Litecoin. Litecoin тоже, конечно, ушел ниже своей поддержки, да, но мы можем начертить еще одну зону поддержки, да, это она будет здесь, то есть она будет проходить в районе 175, ну и как раз она еще сходится с вот этой вот зоной проторговки, то есть текущая поддержка, да, а мы как раз стоим на ней.
То есть мы упали от этого вымпела, да, ниже, то есть сломали вот эту поддержку на уровне 200, да, 205 и ушли ниже. То есть сейчас нужно смотреть, то есть удержим ли мы, по сути, дневную шимоку и вот эту поддержку на 175. И тогда вполне возможно мы образуем уже новый сетап, от которого мы сможем уже пойти вверх. Так же, как и на соли, да, у нас формируется своего рода такой вот падающий клин. То есть с нижним касанием где-то вот в районе 180. То есть если сможем, да, закрепиться выше-обратно 205, да, по Litecoin, то, думаю, вполне может нарисоваться вот подобие такой вот палки. Потому что, в принципе, стопы снесены, да, и вполне можем пойти вверх. Чувствует, наверное, лучше всего себя, наверное, AXS. Даже на падении битка, да, он нивелировал тем, что рос к самому битку и тем самым образовал такой вот хороший вымпел. То есть если мы пробьем уровень 138, да, за которым я сейчас буду смотреть, 107, ну, даже, наверное, возьмем 139. Если пробьем 139 и пробьем еще и облако, и шумок, куда на 140, то по XS, я думаю, мы пойдем с большей долей вероятности обновлять его хай. То есть это где-то в район 170 баксов. Ну, при этом довольно-таки интересный сетап, да, то есть опять-таки будет такая вот формация, похожа типа на двойное дно, это как раз линия шеи где-то в районе 145. Если мы берем, да, что вот это нисходящее движение у нас и V-образное, да, и как раз таки поход наверх. Давайте еще посмотрим, друзья, доминацию и капитализацию. То есть доминацию давайте посмотрим. Вот, кстати, смотрите доминацию, да, то есть доминацию я ждал уже довольно-таки давно, да, жду, что мы пойдем довольно-таки быстрыми темпами, да, вниз, но такого не случилось. В таком случае я рассказывал, если мы не пойдем вниз, да, мы будем формировать падающий клин. Вот, что, в принципе, мы сейчас и формируем, то есть, видите, у нас уже границы обозначены, есть уже 3 точки касания с каждой стороны, да, и как раз здесь мы уже можем пойти так. То есть вполне возможно, теперь сценарий уже будет разворачиваться таким образом, что мы пойдем уже по доминации наверх. Тогда это как раз и будет с большей долей вероятности либо же хороший памп по битку, да, и в это время альты будут стоять, либо же хороший слив. Плюс для этого, как бы у нас сейчас еще подводят новости, да, с новым штампом коронавируса, с тем, что он еще более такой неприятный, да, так скажем. То есть вот это все как бы может нам вылиться на то, что мы можем как раз таки пойти на хороший слив. То есть почему я сейчас жду в большей степени закрепа битка, да, не лезть там в позиции, чтобы посмотреть, какая ситуация у нас сейчас будет. То есть лучше посмотреть, да, и уже от этого торговать. Что и в принципе вам советую. И давайте как раз таки покажу текущую ситуацию на капитализации. Так, тут лучше перевести на 12 часов, чтобы график был более такой собранным. То есть, да, мы смогли закрепиться, да, то есть обратно, попытка закрепления, да, то есть я писал, да, то, что мы пробиваем и ретестим вот данную, да, то есть и уходим вниз, ну, то есть, по сути, образовали дивер и отскочили. Да, то есть, если мы уйдем сейчас выше вот этого сопротивления, то, да, то есть, мы пойдем наверх. То есть, вот по капитализации я бы, наверное, ориентировался на нее. То есть, в первую очередь, я буду на нее ориентироваться при покупке альткоинов, да, если мы уйдем выше 1,5. То есть, если мы уходим выше 1,5, да, то тогда вполне большей вероятности пойдем где-то в область хая, где-то в 1,6. Тогда будет, конечно, вот этот отскок альты, да, можно будет поймать. То есть, довольно-таки интересный, 7-8%, по альтам это в районе 10%. То есть, довольно интересная картина. Но не столь интересно, если мы перейдем на линейку. То есть, если мы по линейке перечертим, да, то есть, от этого лоя и сюда, да, то это, по сути, получится ретест. То есть это будет ретест, да, и как раз если мы уйдем ниже здесь, то это еще и будет треугольник с плоским низом. То есть вот в чем опасность. В том, что мы реально можем по альте сходить хорошо вниз. То есть это уровень 0.382, да, и 0.5, о которых я уже говорил. То, что если у нас будет слив альты, да, то он будет довольно-таки жесткий. В принципе, может быть и такой. То есть, ну, тогда, конечно, у нас будет хороший отскок отсюда, но это как раз может нам случиться к декабрю, да, в декабрю такой вот подарок на Новый год. Ну, то есть сейчас я расписал такой, наверное, пессимистичный, наверное, да, сценарий, но, тем не менее, друзья, говорю, что вижу. То есть, да, есть вариант на отскок, то есть я не говорю, что будет только слив и слив, да, я как бы и расписываю и как такой сценарий, и такой. То есть, чтобы было над чем работать. То есть, если мы будем работать только по одному сценарию, да, и не будем готовы к другому, то будем, естественно, им шокированы. Так что, друзья, смотрим, наблюдаем.
И обязательно не забывайте про стопы, друзья. Не забывайте про стопы, потому что одна такая хорошая сливная палка, да, может довольно-таки хорошо уменьшить ваш депозит. Вот. Всем, друзья, хороших торгов, успешных, да, поменьше стопов и отличной продуктивной недели. На связи.